отойти от точки. О, хорошо. МК. И МК можем, он не будет хилиться. У меня скади. Заставил двоих. Я продлил. Парни, не оверчейте Далеко. телепеки. Этого, поднял. Титан. Поднял, спектра настоящий. Убил. Я без ста держу. Свена. Всем привет, друзья! Ивент закончился, и Soul One Germany подошел к концу. Нави заняли второе место, однако я считаю, что мы все можем гордиться ими и их результатами на этом турнире, и они порадовали однозначно всех своих фанатов и приобрели еще больше. Мы приехали с ними поболтать о турнире, узнать, хватает ли Флаю Макфлури Чоколад, все ли у них в порядке, никто ли не поссорился, и какие планы, в общем-то, на будущее, что впереди еще столько свершений, столько лиг. Поэтому давайте пройдем внутрь и пообщаемся с ребятами. Я хочу вот эту штуку очень. Я не сдамся. Ты я очень хочешь приеду эту домой, штуку? я ее выбью. Уже? Так, было 70 плюс 25 плюс еще 20, да? Гейб, я не сдамся. Просто назови цену. Я ее заберу. Так, подожди, 120 тысяч рублей. 102 тысячи рублей. Уже нету. Уже нету. Уже, да. Ну, сейчас бы ты купил. Нет. Я ее хочу выбить. Гейб, назови цену, только не слишком высокую. Да. Хорошо, из того, что у тебя есть ли какая-то твоя любимая шмотка или какая-то очень такая прикольная, красивая, дорогая, вот что-то, что в душу запало? Ну вот я решил, вот в какой-то момент я купил золотую палку на Рубика. Мне понравилось. Вот такой сет собрал. Красиво. Сколько она стоила? Где-то 40 тысяч рублей. Палка вот так. Нормально. Да. Неплохо. Я одеваюсь в доте, а в жизни вообще не одеваюсь. Да, так что я уже хожу в одних тех же шмотках 3 года, но в доте я часто меняю шмотки. Зато у тебя теперь есть прекрасный мерч Нави, который вы можете приобрести в Нави Шоп. Да. Крылья мне Вован дарил синда. Это вот, да, то, что мы Crimson. обсуждали, это те Да. сундуки, которые попадают тем людям, которые, в общем-то, присутствуют на International. Да. Они очень дорогие, и там всегда какие-то прикольные шмотки, они красненькие. Покажи это, что тебе выпало на сларках, что ты подаришь Алику. Вот. В общем, будем пикать Сларка, получается. Так ты ж Алику отдаешь, нет? Ну да, будем пикать Сларка. В смысле, он будет? Я думала, ты будешь пикать. На следующем турнире будем пикать. Не, зачем, я рачела. Чисто смена позиции за шмотки. Да, на 4 буду бегать. Так, ну все, вот моя любимая шмотка, и я ее... Жду. Как? Давайте Как? пишите в комментариях какие-то заклинания или пожелайте удачи, чтобы вам Помолиться так и можно. выпало. Помолиться. Итак, Флай, ты у нас ближе всех к капитанству в составе Нави, поэтому мы с тобой можем поговорить о турнире немножко, может, Да, подробнее. можем. Складывается впечатление, что когда Богдан не получает своих комфортных героев, у вас начинаются трудности. Расскажи, зачем происходят эти эксперименты и чья это инициатива во время драфта в принципе? То есть это Богдан говорит, я хочу там на Лишраке побегать, или, в принципе, это твоя инициатива? Ну, в целом, да, так и происходит. У нас выбор между какими-то там героями, мы сами их предлагаем, и по большей части Бодян там говорит, кто лучше всего. Если мы там все видим, что это полное дерьмо, то мы не будем брать этого героя, это понятно. А если про финал говорить, то нет. Там просто нас аутдрафтнули в первых 2 играх. Ладно, в одной. Во второй мы сделали просто все очень плохо. В 3-4 все было отлично по драфту. Все знали, все были готовы, но там произошел один казус. У антимага, короче, реально подлагнуло немножко. И он такой, жмет, типа, и не может Аегис взять. А типа Тини такой стоит, смотрит на это, говорит, а что-то Аегис не берет. Говорит, лагает, забери, а то сейчас украдут. И Тини забрал. That was, I mean, it looked to be as the perfect sort of setup for Liquid coming in like that, getting the jump on Iceberg. Как исправляются ошибки, которые происходят в драфте? Как это происходит уже после игр? Идет какой-то разбор? Есть какая-то система, по которой вы работаете конкретно над ошибками в драфте? Не, вот мы там отдали Слардара, проиграли в щи, сразу сделали выводы, что этого героя надо или воровать, или банить. Это происходит сразу после игры, там 5-7 минут, и находишь эту ошибку и должен ее исправить. В 3-й игре мы прям очень все хорошо сделали, в 4-й я считаю, что у нас драфт был выигран. Мы сделали там 2 или 3 критических. Флай, дай. Я постараюсь. Ульта, Джаггер, парни, Джаггер. Не, Ой,
Просто мы не играли с ними до этого, и поэтому мы не знали, как правильно против них пикать и банить. Поэтому мы проиграли по факту 2 игры. Вот первые, они были как разыгровочные, можно так сказать. Это не оправдание, но по факту так и было. Мы просто смотрели всех их самых сильных героев, помимо того Лондруида, которого мы знаем. Вот. Мы их увидели в 3-й игре, мы их просто аутдрафтнули, выиграли в 0, в 4-й мы тоже должны были выиграть, но и в 5-й уже смотреть, что будет. Такой был план, но чуть не получилось. С кем вы играли в групповой? Кому вы проиграли? Вы проиграли Мэтт Голлемсом одну? Да. Ну и Ликвидом вроде Ликвидом. проиграли. Да. Да. Ты говоришь, не играли с ними раньше. Ну, после этого немножко поменялись герои, и, в принципе, все поменялось, и они там особо не показывали. Понятно, что при них там банили все Слардара, но, anyway, мы думали, что это не так сильно на нас отразится, этот пик. Но они так хорошо набрали тоже с начала турнира к концу. Ну, они всех выиграли по лузерам, Да, они сразу упали и выиграли всех. Ну да, они достойные, самые сильные на этом турнире. И вышло интервью с Инсани, оно, по-моему, вышло довольно давно, и вот сегодня буквально я его увидела на Cybersport, о том, что как Инсани драфтит. Ты говорил о том, что он обращает внимание не на героев, а конкретно представляет предметы, которые ему необходимы против конкретного там драфта своего оппонента. Так все про игроки думают, там, или конкретно вот ты? Точно так же думаешь во время драфта, или это какая-то его там фишка? И Да, согласен ли наверное, ты с фишка. этим? Концепция драфта, да, должна быть, в принципе. То есть ты не можешь просто поконтрпикать врага и думать, что ты линию сейчас выиграешь и победишь. Нет, там в концепцию, если там просто 5 героев хорошо стакаются против ваших 5, вы просто проиграете там через 20 минут. Но да, нужна концепция драфта, даже если у вас там слабее какая-то линия будет, вы заведомо этого знаете, но потом по игре вы просто там сделаете какие-то мувы или купите шмотки и выиграете, то да, так это и должно происходить. Были ли какие-то тоже, опять же, экспериментальные или необычные сборки, которые сработали на этом турнире, вот конкретно по предметам, если брать? Или которые, наоборот, вас подставили жестко? Не, у нас дефолт, я думаю. Мы к артефактам так относимся бережно. Конечно. Рассказывай, как еда тайт. Родж. Короче, нам нужно +3 Да. жестких чела. У нас Тима не играет, Да. только мы с Роджем. До скольки мы Мы играли? вчера все проиграли, я играл до 8 утра. Не, я до 6 играл. Но у нас поздняя игра, так что Да, на всякий случай. Я не мог остановиться. И мы еще и попались в 6 утра против Короче, нам нужны Миракла, задроты, да, чтобы Вихи. шмотки фармить. Давай. Просто невыносимо было играть. У нас еще Undying был, когда у нас баг был. Бессмертный Короче, просто бежит. бегает Undying, он забагался, он просто умирает и ресается. И из него там бал вылазит. И мы все равно эту игру. Я не знаю. И тогда я уже ушел это спать в Миракл. тильте. Мир. Да. Так я тоже. Миракл выиграл Роджер неубиваемого спрашивает, героя. ну что, еще идем одно? Я говорю, не, спокойной ночи. Очень многие люди призвали голосовать за тебя как MVP ESL One. в Да, случае всем вашей спасибо, победы. кстати. Да, и в том числе твои там тиммейты. Тебе это вот трогает тебя такие истории? Ну да, круто было. Ну, на самом деле, приятно было услышать. Правда, Бадян потом сказал, если я случайно Мерс получу, он у меня его заберет, поэтому, как бы, На каком таком основании? все вернулось на свои места. У меня есть несколько комментариев, которые писали люди просто на разных ресурсах. Вот. Хотелось бы, чтобы ты как-то... во-первых, чтобы мы не заканчивали на какой-то негативной ноте, потому что, несмотря там, на поражение в финале, в любом случае вы провели очень круто этот турнир, и я думаю, еще больше запали в сердце фанатам, и это совершенно факт. Есть несколько мемов, которые просто рождает комьюнити. Вечно можно смотреть на 3 вещи. Как Envy ищет команду, как Miracle тащит, как Fly с Бодяном орут на друг друга. Ну да. Это факт. Это факт. Это вы можете увидеть в инстаграме ребят очень ярко в том числе. Это чисто... Уже 4 года где-то. Да, где-то 4 3 года. 3,5. Бывает ли такое, что это не только в шутку, не только там для инстаграмчика, а реально вы там вот ссоритесь на полном серьезе? Конечно. Мы ссорились очень часто даже на этом буткемпе. Орали, там хотели там много чего было. Роджер не заказал мороженое Флая. Мороженое, шоколад, подкури. Кто первый подходит мириться? Да, оно само собой проходит. Мы отходчивые. Там мы можем поорать и там буквально через 3 минуты уже нормально говорить. Следующий комментарий. Парни, запомните мой ник, через годик буду играть вместо Флая на 5. Вот я тебе показываю просто ник человека, чтобы ты его запомнил. R4F. Да. Как думаешь, есть шансы у парня? Да, безусловно. Требуют мерч мухи. Хэштег мухи мерч. Born to fly. Можно, да, сделать, кстати. Ну вот тебе это просто Хорошая идейка идея. от комьюнити. Я думаю, Да. что зайдет, потому что на волне на этой
монетизировать всю эту историю. Очень много, добрых, теплых комментариев получили. Вам пишут в личку? Ты читаешь там, что Да, тебе люди много, пишут? да. Некоторым отвечаю, но отвечаю не всем, потому что, сложно всем ответить. Но некоторым, да, людям отвечаю. Рандомным, то есть не знакомым, не друзьям. Спасибо всем за поддержку. Круто, круто. Мы решили, что Алик у нас великий ценитель шмоток. Точнее, не мы решили, он нам так сказал. И мы решили посмотреть, какая из него самая дорогая или самая любимая. Что это? Давай, расскажи нам. Так, моя самая любимая и самая дорогая шмотка — это вот такой вот плащик на антимага. Стоит... А говорить стоимость? Да, конечно. Стоит $400. А может быть, можешь вспомнить какая-нибудь одна из самых первых, или какая-нибудь, знаешь, такая, что называется, бедненькая, но любименькая шмоточка? Но одна из самых первых и дорогих — это Аркана на ТБ. У меня была дефолтная, тут я уже купил дорогую. Сколько она стоила, не помнишь? Вот это, по-моему, $150. Вот это Аркана. У меня 2 цвета. Как относишься к последним арканам, которые выходили? Верка, она немного такая, она типа сама по себе красивая и прикольная, но в целом она там непонятно какая у нее анимация, когда вендра нажимает, когда нет, и иногда путаешься в этом. А на Квапу? На Квапу прикольно, мне понравилось на Квапу. Красивая очень. Красивая. И анимация атаки, и там и Соник. Короче, на Квапу прикольно. На Верку тоже, но у нее вот из-за анимации спеллов немного она триггерит. Мы же не можем просто так показывать арканы и просто, знаешь, хвастаться перед зрителями. У нас друзья. Покажи мне, Даня. Конкурс! Мы разыграем 3 арканы среди всех зрителей. Условия очень простые. Вам нужно записать любимый или, в принципе, любой момент этого влога в сторис, отметить наш аккаунт Natus Vincere и будете ждать, пока удача улыбнется вам. Все детали вы прочитаете под этим видео в вот этом вот инфобоксе и, конечно же, в наших соцсетях, поэтому участвуйте, поспешите. Я продолжаю тему комментариев, которые пишут ребята. В комнату зашла мама, чтобы сказать: сделай потише, все спят уже, но не нашла там сына, а увидела седого старика. Вот так люди отреагировали на ваш финал. Все так сильно за вас переживали, вот к чему это все. Расскажи, как прошел чемпионат. Вы проиграли только Ликвидом и Мадголемсом. Вот хотелось остановиться на ваших соперниках. Вторых вы смели в стадии плей-офф уже, отомстили, так сказать, Мадголемсом. Я связал. 5 секунд глимс. Давай. Я дам ему Юл дам. Юл дал Свена. Свена. Давай, у меня еще есть. Снэпку после баба. Меня бьет. У меня Аегис, парни. Там байбек Свены. Свен, конкуры байбек. Свен без этого. Без ГДС. Я держу, я их Я подставлю. Стан хороший. Свена. Сейчас глимсану. Не буду. Нормально, у меня ПКБ будет. Я чиню. Съел. Не дайте ему, Держите, стан. Хорошо. Тебя вообще удивил результат этой команды? Потому что многие их называют черной лошадкой и сенсацией ESL. Меня удивило, что они выиграли у Secret, а так они неплохо играют. Да, тут все команды были такие хорошие на уровне. Мадголем чуть, наверное, что-то на уровне викингов, может, немножко сильнее. У них были хорошие герои, метовые. То есть не только кнопки нажимают, но еще и хороший драфт. Да, там есть 33-й, да, опытный, крутой игрок. Фата, супер опытный, в Secret играл там. И сейчас он капитанит, явно крутые колы дает. Есть молодые, да, игроки, которые могут там отставать немножко или где-то запереживать. Вот я на самом деле думаю, что вот финал-полуфинал они немножко перенервничали. Потому что они там неправильные свапы сделали, где-то они на эмоциях пофидели нам стрики, где-то там подставлялись. They're gonna go for Roger. Iceberg, he's there. Vichu's gonna pop straight back out of the zombie to look towards Fada. Fada heals up with the soul rip. And the rage out. The Glimmer Cape does save Fada. Gets him out to the side. Vichu with the spider leg. Steps over the cliffs and over towards Boronier. Boronier's BKB's on cooldown. Boronier's down. Fada now turns towards Vichu. He's just eating them all up with the help of Iceberg. 33's got the borrowed time. They'll buy a bit of time for him. General on top of Milan with the Firefly. They get the arrow onto Roger. Roger will fall. But Vichu's finishing off 33. General, will he find Milani? Как думаешь, почему секреты проиграли? Вот почему пал Пупей, как там писали люди, что вот закончился их такой победный стрик? Что случилось с ними на этом турнире? Против Мадголем, я думаю, они тестили что-то или просто недооценили то, что они прям метой хорошо играют. А Liquid просто молодцы, они реально хорошую работу сделали и сейчас круто играют. То есть Liquid'ом они прям проиграли честно. Liquid, стоит отдать должное. А Мадголем — дело момента, наверное. Есть такой тезис о том, что вам повезло с сеткой в плей-офф.
Да? Кто-то с этим согласен, кто-то нет. Как ты относишься к этому ты? Ну, это факт. Нам повезло. То есть, если бы вы попали на Secret, как ты думаешь, как бы закончился этот матч, вот если взять Secret в текущей форме на ESL? По силе мы, наверное, на этом турнире топ-4, а по факту топ-2. То есть лучше нас Secret, Liquid, может Альянс, либо OG. Но вы же их одолели, значит, не лучше. 2-1 выиграли. По-разному бывает. Но по силе, я говорю, мы где-то так, топ-3-4. Расскажи, в чем заключались самые главные проблемы, может быть, эмоциональные, или были ли какие-то конфликты после таких поражений, как, допустим, первые 2 карты финала, или там какие-то другие в групповой еще стадии? Были ли какие-то сложные моменты? Так, сложные моменты были в групповой стадии, мы плохо готовились, поэтому у нас с драфтами были траблы. В плей-оффе все пошло гладко, мы начали много готовиться. В принципе, все хорошо играли. Проблемы начались в финале. Ну да, как с ликвидами пошло да, на первом. Что значит проблемы? Ну, они просто хорошо все делают. В первой игре мы свапнули линии неправильно, сами себя загнали как бы в плохую ситуацию. Во второй игре они Бисмастера вынесли трипл-лейном, а Enigma стояла, как бы Enigma камбэкает, Бисмастер не камбэкает. Вот. Они все четко сделали, пришли триплой, стакали лес, поэтому Свен потом улетел. В третьей игре у нас и драфт выигран, и исполнение было хорошее. В четвертой такие, я не знаю, может, эмоциональные ошибки. Там, допустим, с Аегисом, там было пару раз, где мы неправильно спылы нажимали, неправильно принимали драки. Blinking away. Okay, Koifo. The river. Tiger's going to start. There's a DD. Features are going to be able to get it. Features able to jump in and find it. Koifa is in. On to General. General goes down the leash. Feature, they've got the dual control. As again, they're in with the taunt. Omni slash out. Features set for 80 seconds. Gone. He's out of the game. Roger is as well. Double kill for Incentives. He's cleaning up with the dark portrait. And there it is. GG is called. Liquid will take this game. And with that, the series, the championship title, it's theirs. Это тоже нервы, да, и усталость, или что это? Да, но в то же время это еще прессинг от врага. Он форсирует тебя на ошибку. Ты очень круто провел этот турнир лично. Ты чувствуешь, что ты сейчас на пике своей формы или там в самой лучшей форме за последнее время? Я не думаю, что я хорошо провел турнир. Статистика говорит об обратном. Не, я неплохо провел, но это не хорошо. В целом, так, по форме, может, 70%. То есть я чувствую, что я не в лучшей форме. Но, да, неплохо. Есть всегда куда стремиться, да, в любом случае. Да. Спасибо большое. Теперь я открываю 10 сундуков. Меня Родж замотивировал, да, забайтил. Но я не такой, я не азартный. Всего лишь 10 сундучков. На что ты охотишься? Какая шмотка тебе нравится? А мне без разницы. Если ему сейчас выпадет эмблема, я просто... Я просто открываю по фану. Так, ТБ, да? ТБ, Прикольно, красиво. Так, мне выпало 2 эмблемы, одну я планирую подарить Роджу. Синюю, наверное, оставлю себе, Роджу подарю зеленую. Очень щедро с твоей стороны. Нормально, да. Хороший ивент, всем советую покупать. Шансы на эмблему, вот мне за 10 сундуков выпало 2. Поэтому Роджеру за всё. 200 тысяч 0. Ты классно провел этот турнир, все там пели тебе оды, естественно, у тебя там был стрик, и ты не умирал просто какое-то время. Расскажи, в каком матче ты чувствовал себя прям на пике своей формы? Вот какую карту там ты запомнил больше всего, есть ли такая? Да, таких нет. В принципе, по моему мнению, я просто неплохо сыграл турик, но за исключением финала, возможно, какое-то волнение присутствовало или что-то типа того, но такой запоминающейся карты не было. А есть ли какое-то самое обидное поражение? Вот когда ты знал, что вы можете забрать, но чего-то не хватило? Да, это финал 4-й карты. Когда я был на антимаге, обидно. Ты допустил 2 критических ошибки и из-за этого проиграл игру. Можешь поподробнее рассказать, если хочешь, о том, почему это произошла ошибка, вот что происходит в голове в этот момент? Сказать особо не могу. Просто брейнлаг произошел и все. Так бывает. Хотел рискнуть в первый раз, второй раз просто неправильное решение, все. Спектра была очень популярна на этом турнире как кор-персонаж. Ты ее тоже пикал, у тебя 80% винрейт, если я не ошибаюсь, именно на ней. Почему она так популярна сейчас? Я считаю, что это брокен герой сейчас в доте. Его можно пикать в первой фазе, когда угодно. Не ошибешься. Просто очень сильный герой сейчас в этом патче. Кому бы ты отдал титул MVP? Вот Инсани, если ты не читал, скорее всего, читал, получил Мерседес. Да, читал. Кому бы ты отдал титул MVP? Я бы отдал, наверное, Мики. Для меня он на этом турнире хорошо проявил себя. Он мало ошибался и делал много правильных вещей.
Формат турнира предполагал огромные перерывы там, между групповой стадией плей-офф и, в принципе, между играми. Вы вообще выходили с буткемпом, что вы здесь уже там месяц, да, условно? И вы выходили вообще из этого дома куда-то? Гуляли где-то? Вы там на картинге собирались? Да, мы один раз с командой выходили на картинг все вместе. С Генычем мы вдвоем пару раз ходили тоже отдельно. Это помогало развеяться, расслабиться. Какое осталось послевкусие после буткемпа? Вот какой план дальше? У вас там лига начинается, по-моему, 12 уже, да, ноября? До этого времени у вас есть время отдохнуть. План развиваться, не останавливаться, брать новые высоты. А про буткемп могу сказать, что он получился очень продуктивным. Поначалу казалось не так, но в конце, когда мы начали уже серьезно относиться к турниру и готовиться к врагам, было видно, что все хорошо. И дальше больше, как говорится. Круто, будем ждать с нетерпением. Внезапно мы осознали, что в этом видео нет айсберга. А где же он? За маком поехал. Шоколад Макфлури. Макфлури шоколад. Да. Скоро будет. На самом деле, да, он уехал вчера вечером после финала. Ну, в нормальном настроении. Все у вас там окей было? Да, подрастроились, но в целом нормально, да. Буткемп заканчивается как хорошая история. Вы тоже едете по домам. Ты, кстати, будешь возвращаться в Россию? Да. Я на тачке до Москвы. О, удачи. Предстоит путь тяжелый и нелегкий такой, долгий, но что поделать. Зато домой. Да, дома хорошо, шашлычок. Самое главное. Хорошо, спасибо вам большое, ребята, что уделили нам время. Этот влог заканчивается. Спасибо большое, что болели за Нави на ESL One Germany. Впереди еще очень много интересного, и турнир начнется совсем скоро, 12 ноября. Поэтому болейте за Нави, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока. Подписывайтесь на канал.